Всем привет! Сегодня мы рассмотрим нетрадиционный, но очень любопытный способ улучшить прием телевизионного сигнала. Соединим обычную батарейку на 3 вольта с антенной. Этот метод по ряду причин может значительно повлиять на качество приема и даже расширить список доступных каналов. В течение видео я детально покажу, как все собрать, на что обратить внимание при монтаже и какие результаты можно ожидать. Смотрите внимательно, в конце ролика мы проанализируем, насколько этот подход оправдал себя и стоит ли его применять на практике. Если вам интересны подобные эксперименты и вы хотите увидеть еще больше идей по улучшению ТВ-сигнала своими руками, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и не забудьте поделиться своими мнениями в комментариях. Приступим к делу. Для этого эксперимента нам понадобится 3 куска коаксиального кабеля по 20-25 см. На каждый из кусков нам нужно будет поставить фишку для подключения. Работа несложная, справится даже ваша жена. Действуем по классике, прорезаем изоляцию сантиметра на 3, отгибаем оплетку и фольгированную юбку. И прорезаем сантиметров 1,5 на центральном проводнике. А дальше нам надо накрутить фишку для того, чтобы подключить нашу антенну к телевизору. Обязательно при монтаже проверьте состояние кабеля. Целостность оболочки, экрана. Если в кабеле будет хоть одна микротрещина, это повлияет на качество приема, поэтому нужно убедиться, что все в порядке. Верхнюю изоляцию нужно удалять ровно настолько, сколько необходимо для надежного соединения. Здесь важно не повредить центральную жилу, иначе половина наших усилий может пойти на смарку. Здесь цвет изоленты не играет никакой роли. Я помечаю эти концы красной изолентой для того, чтобы визуально было видно, куда это нужно подключать. Вся сложность в том, чтобы надеть фишки так, чтобы контакт был прочным. Говорят, что в идеале нужен микрометр, но я предпочитаю доверять своей интуиции. Сейчас я аккуратно снимаю с него верхнюю оболочку. Любая неточность и кабель может лишиться нужной защиты, что влияет на качество сигнала. Зачищаю все ровно до той длины, которую рекомендуют теоретики. Уж не знаю, насколько они правы, но глядя на комментарии, многие готовы отстаивать эту длину зубами. Повторяем эти действия на каждом кусочке кабеля. Для чего это нужно, вы узнаете дальше. Если порвется центральная жила, прощайте каналы. Так что работаю максимально осторожно, чтобы не дать повода очередным экспертам укорять меня. Знаете, ребята, любые эксперименты – это возможность выйти за привычные рамки. Иногда именно так мы находим уникальные решения, которые никто не ожидал увидеть. Если бы все действовали только по инструкции, мы бы не увидели половину гениальных изобретений. Помните, любая мелочь может стать прорывом. Вот мы подготовили 3 куска кабеля с фишками, пометили их красной изолентой. И теперь на одном из кабелей мы должны сделать ответную фишку для подключения к телевизору. Подготавливаем этот кусок кабеля и ставим фишку. И теперь в воздухе повисает вопрос, как нам это все соединять. Конечно же, сплиттером. Берем сплиттер на 2 выхода. И теперь тот кабель, который мы готовили с красной и синей изолентой, мы должны подключить к выходу. Красным концом мы подключаем его к выходу сплиттера, снимаем защитную фишку и прикручиваем этот конец к сплиттеру. Плотно закручиваем фишку в сплиттер. Говорят, от этого зависит, смогу ли я поймать суперсекретные каналы или просто обычные. Ну, посмотрим в результате. К выходу на телевизор мы уже подключили, и теперь нам предстоит подключить 2 куска односторонних к входу сплиттера. Нужно обеспечить железобетонное соединение, поэтому советую прокручивать газовым ключом. При подключении кабеля не забывайте снимать защитные фишки. У меня тут несколько фишек разного цвета. По идее это не влияет на сигнал, но некоторые говорят, что фишки, помеченные синей изолентой, ловят лучше, а красные надежнее. Вот теперь наша конструкция готова. И теперь перейдем к сердцу этой антенны. Нам надо зачистить этих 2 конца по 15 сантиметров. Оставить только центральную жилу.
Вот так вот у меня это все получилось. Очищайте аккуратно, чтобы не выдернуть кабель. Также фиксируем центральную жилу к оболочке, чтобы она не выдернулась во время работы. Осталось чуть-чуть, и все кусочки кабеля превратятся в единую конструкцию. Пока все выглядит сомнительно, но, как говорится, не судите до теста. Есть версия, что если фишки вставлять под углом 45 градусов, то сигнал становится четче. Я специально все делаю прямо. Кто знает, вдруг именно так я поймаю весь мир. Центральную жилу я фиксирую и синей, и красной изолентой, чтобы сигнал стал лучше и надежней. Наша конструкция почти готова, и сейчас я вам покажу, как внедрить в нашу антенну батарейку, сердцем которой станет наша антенна. Два входных проводника мы должны расположить параллельно, чтобы они шли параллельно друг другу на одном расстоянии. Выравниваем их, чтобы расстояние было одинаковым. И потом на левом проводнике мы отмеряем 4 см и загибаем жилу в сторону правого проводника под 45 градусов. И это перекрестие будет очень важным элементом нашей антенны. В это перекрестие будет монтироваться наша батарейка, которая будет усиливать входной сигнал. Отцентруйте батарейку ровно, чтобы сигнал был кристально чистым. Батарейка должна быть 3 вольта. Берем паяльную пасту, чтобы припаяться к батарейке, и выдавливаем ее какой-нибудь отверткой. Можно использовать паяльную канифоль, но я предпочитаю гель. В это время мы греем паяльник. Еще раз центруем батарейку, чтобы два проводника шли параллельно друг другу. И только через 4 см нашей центральной жилы на левом проводнике мы должны его загнуть под 45 градусов. Прогреваем наше перекрестие и саму батарейку. Если батарейка будет разряжена, это даст еще более четкий сигнал. Помех станет меньше, чем на заряженной батарейке. И теперь берем олово и припаиваем наше перекрестие к батарейке. Паяем тщательно, чтобы не образовались холодные швы. Чем крепче соединение, тем меньше помех будет проникать в линию. Мне один гуру радиотехники сказал, если поставить батарейку не на 3 вольта, а на 1,5, сигнал будет чище. Почему, не объяснил. Может, кто-то из вас знает ответ? Напишите в комментарии. Пропаять надо хорошо, чтобы перекрестие наше схватилось с батарейкой. После пайки придерживаем перекрестие, чтобы оно припаялось хорошенько. Некоторые утверждают, что это вмешательство в законы физики, а я только рад, когда приходится ломать стереотипы и слушать возмущенные голоса. После пайки мы должны убрать использованный флюс, поэтому оттираем его салфеткой, либо используем средства для оттирания использованного флюса. Дальше используем нашумевшие маникюрные ножнички и отрезаем по батарейку проводник, который мы загибали под 45 градусов. И начинаем работать с проводником, который остался после батарейки. Его мы должны сделать в форме волны, чтобы он принимал на себя частоты. Почему в форме волны? Как раз для того, чтобы не было помех от соседских Wi-Fi сигналов. Кто-то скажет, что я создаю не антенну, а громоотвод, но интернет говорит, что это усиливает сигнал. Я понимаю, что все это выглядит как набор странных ритуалов, но ведь в мире DIY так часто и бывает. Что-то очень странное, но работает на все 200%. Главное, когда вы загибаете волной наш приемник, нужно, чтобы каждая волна была одинаковая, одинакового размера.
В конце концов, в любом деле главная вера в успех. А если не будет успеха, то у нас будет куча трат в магазинах на ненужные вещи. Пока делал эту антенну, появилась мысль, а что если взять не 3 вольта, а 4 вольта батарейку? Может тогда еще и FM радио зацепим? Но это надо будет проверить отдельно. Вот так вот мы с вами и сделали антенну с батарейкой на 3 вольта. Возвращаем обратно наш выход. Смотрим, какая красивая антенна у нас получилась, и пойдем пробовать. По классике будем подключать антенну через TV-тюнер, чтобы вы потом мне не сказали, что изображение у меня идет с Wi-Fi. Подключаем тюнер, включаем HDMI кабель от монитора и подключаем нашу антенну. Как видите, сигнал есть, и качество вполне приемлемое, значит наши расчеты и аккуратность окупились. Это не магия, а результат точной подготовки и соблюдения деталей. Надеюсь, такой подход вдохновит вас на собственные эксперименты. Подписывайся на канал, ставь лайк и пиши комментарии.